Какие газовые плиты законно устанавливать в квартире? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Замена газовой плиты в квартире – юридические тонкости. Газовые плиты установлены и эксплуатируются в подавляющем большинстве городских квартир. В новостройках плиты устанавливают строители, но проходит время, стареют не только хозяева новых квартир, но и техника, там установленная. У газовой плиты регламентный срок службы 10 лет. По истечении этого срока плиту положено менять. Правда, эта проблема является самым запутанным местом в процедуре обязательной замены плиты. Предельный возраст плиты менялся несколько раз. В разных законах он установлен по-разному, и даже специалисты часто ошибаются, отвечая на этот вопрос. Иногда за этим следят хозяева и сами проявляют инициативу. Иногда газовая служба предупреждает хозяев и выдает предписание о замене плиты. А бывает и аварийная ситуация, когда плита требует замены из-за сложной неисправности. Замена газовой плиты является довольно серьезной организационной, юридической и технической задачей. Распространенные причины замены газовой плиты. Замена газовой плиты необходима при неустранимых неисправностях. Последствия могут быть очень серьезными – взрыв, пожар, отравление. Запах газа может проявиться даже тогда, когда плита выключена. Это верное свидетельство того, что где-то в оборудовании произошла разгерметизация. Как правило, утечка газа возникает в местах стыковки элементов газопровода в любой точке от входа в квартиру до выхода из сопла горелки. Для поиска нужно обмазать весь газопровод мыльной пеной и посмотреть, где появится растущий мыльный пузырь. Если запах появляется только после включения горелки, следует проверять горелки по очереди. Надо снять горелку с плиты, промазать все стыковки от крана до горелки мыльным раствором, снова собрать горелку и потихоньку открывать кран. Где появится пузырь, там и утечка. В местах стыковки элементов возможно от времени разрушения уплотнения. Реже, но возможно появление трещины в металле. Если утечка не прекращается после попытки самостоятельной затяжки соединений, то обязательно нужно прекратить пользоваться плитой, перекрыть все краны и вызвать специалиста из газовой службы. К частым неисправностям относится слишком коптящее пламя. Это явный признак неполного сгорания газа или недостаточного воздуха при работе от сети, или слишком большое давление газа при работе от баллона. В первом случае можно попытаться устранить неисправность самому. Нужно разобрать горелку, прочистить в ней все отверстия, но не изменять их размера, промыть, высушить и поставить на место. Во втором случае, скорее всего, причина копоти в некачественном газе. Нужно попробовать поменять баллон. Следующая причина относится к плитам, снабженным автоматическим розжигом. Если не разжигается только одна горелка, то ее нужно аккуратно разобрать, прочистить, промыть, высушить и поставить на место. Если и после этого она не зажигается, то, скорее всего, причина или в неисправной термопаре, или в самой электрической зажигалке. Если не разжигаются все горелки, то нужно проверить подключение плиты к электросети. Если и это не изменит ситуацию, то следует вызвать мастера. А лучше покупать плиты, которые не подключаются к электричеству, и розжиг там делается с помощью пьезоэлементов. Бывает, что горелка работает с эффектом отрыва пламени. В этом случае нужно также вызвать мастера. Он либо заменит форсунку на плите, либо займется регулировкой редуктора на газовом баллоне. Шумная работа газовых горелок происходит при нарушении соотношения расходов газа и воздуха. Нужен мастер для регулировки правильного соотношения. Неисправности случаются и с кранами плиты. Они могут засориться и проворачиваться с трудом. В таком случае кран необходимо разобрать, очистить от старой смазки, от грязи и пыли, смазать специальным термостойким маслом для газового оборудования. Если легко проворачивается ручка, а кран не срабатывает, то это значит, что в посадочном гнезде ручки крана выпала пружинка. Надо из кусочка жести вырезать подобную, вставить в гнездо и одеть ручку. Неисправность термоэлектромагнитного клапана приводит к несанкционированным отключениям подачи газа. С этой неисправностью должен разбираться профессионал. Важно для хозяина плиты: все проверки и разборки следует выполнять с перекрытым общим газовым краном и отключением плиты от электросети. Нужно ли узаконить замену газовой плиты? При покупке новой газовой плиты в момент продажи заключаются все необходимые договоры, и покупателю выдаются все бумаги, в том числе договор на доставку, демонтаж старой плиты, установку новой и ее гарантийное обслуживание.
Если вы покупаете плиту в каком-нибудь большом магазине, например, в М-Видео, все заботы о регистрации замены с покупателя снимаются. Если для городской газовой службы организация, выполнявшая установку плиты в квартире, считается сторонней, то хозяин плиты должен сам отнести соответствующие документы в городскую службу, например, в Мосгаз. Самостоятельная замена газового оборудования в собственной квартире владельцу запрещена законом. Помните об этом. В некоторых регионах, в том числе и в Москве, для некоторых категорий граждан имеются льготы на полную или частичную оплату работ по замене газового оборудования. Этот вопрос следует выяснять в социальных службах своего региона, но перед этим нужно составить акт технического обследования со специализированной организацией. Что нужно подготовить для смены и переноса плиты? Любые демонтажные и монтажные действия с газовым оборудованием прописаны в специальных правилах, имеющих силу закона. Нарушать их не рекомендуется, это опасно и по техническим причинам, и по юридическим. Газовое оборудование, намеченное для замены, приобретается хозяином квартиры. При замене плиты хозяин должен купить плиту. Это основное оборудование. Дополнительное оснащение проведения работ включает в свой состав газовый шланг, соединительную арматуру, материалы для герметизации соединений, пакли, шайбы, герметик по указаниям монтажника. Если плита, установленная на кухне, вписана в паспорт квартиры, то ее замена, а тем более перестановка, требует получения разрешения от городской газовой службы. Новая плита должна быть зарегистрирована на плане Бюро технической инвентаризации БТИ или аналогичной организации. Любое перемещение или замена установленного в квартире оборудования считается перепланировкой. А на перепланировку хозяин квартиры должен получить согласование в соответствующих инстанциях и официальное разрешение. Куда обратиться для замены газовой плиты? Обращаться нужно в лицензированные организации. Соответствующие проблеме лицензии имеют сотрудники официальной газовой службы. Необходимо написать заявление на имя начальника газовой службы. Через несколько дней он сообщит, когда его представители приедут на место работы. При визите они должны быть в униформе и предъявить личные документы. Они составляют договор на выполнение работ, смету, а по окончании акта выполнения в паспорт нового прибора мастер ставит печать. Льготы на замену газовой плиты. Льготы существуют, но не для всех, и они привязаны к регионам. Как правило, льготы могут быть выданы на оплату только работ по замене оборудования. Можно ли поменять газовую плиту бесплатно? Оборудование, газовую плиту хозяин квартиры покупает сам. Социальные службы могут организовать частичную оплату монтажных работ. Если квартира не приватизирована, а в городской собственности, то город может выделить деньги на замену газового оборудования. Для этого необходимо пройти многоступенчатую процедуру оформления этой льготы. Как осуществляется бесплатная замена газовой плиты? Если газовые плиты или газовые водонагреватели стоят на балансе государственных жилищных организаций, то их могут поменять бесплатно на оборудование отечественного производства. Бесплатная замена может быть произведена горожанам, которые получают субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг, а также героям Советского Союза, героям социалистического труда и Российской Федерации, кавалерам орденов славы 3 степеней, участникам Великой Отечественной войны, очередникам района. Чтобы начать процедуру бесплатной замены газовой плиты, необходимо предварительно получить заключение специализированной газовой организации, занимающейся эксплуатацией подобного оборудования. Оборудование, которое находится в аварийном состоянии, заменяется в первую очередь по дефектной ведомости, в которой описаны все поломки и неисправности. На такую замену деньги выделяются департаменту ЖКХ из городской казны. Работами в квартире должна заниматься специализированная организация с обязательным уведомлением эксплуатации. Что делать, если вы сами решили поменять газовую плиту? Если жильцы квартиры сами решили поменять плиту, даже только по причинам смены ее дизайна, они должны вступить в сложную организационную процедуру. Предварительный порядок действий. Сначала нужно обратиться в обслуживающую газовую компанию, с которой заключен договор на проведение технического обслуживания ТО. Затем заняться подготовкой к техническим работам. Нужно приобрести саму плиту и доставить ее к месту установки. Прибор должен соответствовать ГОСТ 33998, обладать системой газ-контроль. Нужно подготовить оснащение, все для герметизации, гибкая подводка и так далее. Оборудование для проведения монтажа, необходимые инструменты, расходники и материалы принесут с собой монтажники. Под рукой должны быть документы, подтверждающие полномочия владельца или арендатора квартиры и его удостоверение личности.
Потребуется оформленное согласие всех владельцев квартиры, все бумаги по газоснабжению, технический паспорт квартиры. Технические этапы замены газовой плиты. Плиту можно устанавливать в хорошо вентилируемом помещении. Место для плиты должно находиться не далее 4 метров от трубы газоснабжения. Если новая плита с электрической духовкой, то на щитке электроснабжения необходимо выделить отдельный УЗО с заземлением и от него провести к плите линию кабелем 3х5. Гибкий шланг подсоединения должен иметь желтые метки, его длина не более 5 метров, а внутренний диаметр не менее 10 мм. Рекомендуется применять сильфонный шланг в растягивающейся металлической оболочке. Перед началом демонтажа старой плиты необходимо закрыть главный кран на газопроводе и проверить полноту закрытия, попытавшись зажечь конфорку. Теперь на опуске газопровода надо открутить контргайку и отвинтить муфту. Старую плиту убирают, на ее место ставят распакованную новую. Гибкий шланг с применением уплотнительной ленты ФУМ подключают сначала к газопроводу, затем к плите. Соединения плотно затягиваются ключом. После окончания монтажных работ все соединения промазывают мыльным раствором и проверяются на герметичность. Если все в порядке, проверяется работоспособность конфорок. Можно ли заменить газовую плиту на электрическую? Электрические плиты и индукционные варочные панели компактнее газовых, а свободного места много не бывает. Кроме того, электрическая бытовая техника предоставляет хозяйке много интересных пользовательских программ, и с электрической духовкой удобнее работать. Но получение разрешения на замену газового оборудования на электрическое требует получения множества согласований и разрешений. В газовой службе, в пожарной, с энергетической бытовой компанией, с коммунальщиками и другими. И еще нужно получить согласие 2/3 от общего количества жильцов дома. И только после этого можно начинать заниматься техническими вопросами. Замена газовой плиты на новую более сложна в своей бумажной части, чем в технической, но пройти этот путь необходимо. Оставлять в своем жиле неисправную старую газовую плиту просто опасно. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Леонид Шальман. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.